Привет! Здесь расклад для вас, и мы посмотрим, что приготовила судьба. И я сделаю для вас расклады и на Таро, и на Ленорман. И еще мы посмотрим карту ангелов, чем благословят вас ангелы. Я сделаю карту ангелов на выбор. Вы можете выбрать себе карту первую или вторую, чтобы получить четкое благословение и совет от ваших ангелов-хранителей. Мы оставим эти карты пока здесь. Первая была, и вот эта вторая. И сейчас я начну для вас раскладывать карты. Мы четко спросим, что готовит судьба, а вы еще не знаете. На дне колоды был рыцарь Пентаклей. Конечно, рыцари – это хорошие новости, это переход, это обновление, это нахождение своего пути, это перемены. И, конечно, Пентакли – это перемены в финансах. Это благополучные перемены в финансах. Вот что вам приготовила судьба. И это так, знаете, такая самая главная информация, потому что это было на дне колоды. Ну вот мы ее оживим, колоду, с вами, чтобы она была живая. Каждая карта дает особенный совет. Вы знаете, как в любом общем прогнозе, что-то с одной стороны где-то резонирует больше, что-то в меньшей мере где-то. И таким образом получается очень четкий расклад, который, я уверена, подойдет вам как перчатка, если вы ему позволите. Итак, Ленорман тоже готова. Я подсниму от себя, потому что для вас делаю расклад. И в Ленорман я ищу сигнификаторов. Это карты мужчины и женщины, госпожи и господина. Вы знаете, у нас у всех есть и та, и другая часть. Если вы мужчина, пожалуйста, смотрите со своей стороны. Я все трактую со стороны женщины, поскольку от лица своего будет же странно, если я буду трактовать от лица мужчины, поскольку, сами понимаете, да. Итак, я сейчас ищу те карты, которые обозначают вопрошающих, тех, кто зашел ко мне на огонек, чтобы просмотреть свою судьбу, то есть вы. И я очень рада, надеюсь, мы с вами подружимся, и я буду вам продолжать помогать. Это карта госпожи, и здесь у нас какая-то информация, потому что сова – это информация, какие-то новости касательно, может, финансов, потому что бубен. И это семерка бубен. 7 – это номер перехода. То есть то, что будут меняться финансы, это точно. То, что будут поступать деньги к вам в кошелек, это точно. Потому что 12 номер мы доводим до простого числа. 1 плюс 2 будет 3, а 3 – это то, что будет больше денег. Да? Это, например, можно так считать. 1 – это вы, 2 – это ваш заработок, а 3 – это прибыль. У вас будет прибыль. А также вы будете довольны результатом. Карта сад говорит, что гармония будет в сердце. То есть жизнь наладится. Но это такая предиагностика. Жизнь наладится у вас, это точно. Итак, сейчас я ищу карту мужчины. И это как у нас у всех, у девочек есть инь-янь и так далее, у мальчиков тоже такое есть. Но смотрите, какие карты замечательные. Мужчина смотрит на лилию. Если вас интересуют отношения, у вас появятся очень стабильные, верные отношения. Какой-то мужчина вас заинтересован, вас любит, хочет быть с вами. Это, вы знаете, надежный партнер, долгосрочный. Или такой мужчина вот вам встретится, потому что карта письмо говорит, что с вами на контакт выйдет какой-то достойный господин, напишет вам письмо, пригласит на свидание. Или если вы уже живете с таким господином, так у вас все наладится. Иногда карта письмо обозначает деньги, а лилия – это долгосрочное что-то. Что-то выстраданное, да? Ведь пиковый король – это иногда или новый знакомый, или тот, кто поможет вам в чем-то. Хорошая очень предиагностика. Я сейчас буду начинать раскладывать Таро. Эти карты мы пока здесь оставим. Посмотрим на Таро, какие советы дадут Таро. И потом вернемся к Ленорман, с вашего позволения. Итак, мы здесь карты Ленорман с вами оставляем. И переходим на Таро. На мгновение погрузимся в эту систему и спросим, какие советы вам дадут Таро. Первая карта уже вышла сама, перевернулась. Она показывает, что у некоторых слушателей, даже, может быть, и у многих, сейчас на сердце тяжело. Сейчас на сердце есть рана, это тройка меча. Сейчас есть какая-то забота, какие-то хлопоты, и это хлопоты вам неприятные. Вы сейчас хлопочете о чем-то
у вас болит сердце о чем-то, может это в отношениях какой-то разрыв или боль, или же связано с профессией какая-то боль, обида какая-то, знаете, вас обидели. Вот здесь 7 чаш еще дополняет ее неоправданные надежды. Например, вы устраивались на работу, вам одно предлагали и советовали, и обещали, но потом не выполнили свои обещания. Либо же люди, с которыми вы завязаны, не выполнили свои обещания касательно вас. В этих рамках я смотрю только прямые значения, и здесь мы видим рыцаря Пентаклей опять. Это та карта, которая была на дне колоды. Это, конечно, важно, когда карта повторяется, она имеет особый смысл. А здесь я вижу, что несмотря на вот вашу боль, раны какие-то, обиды, кто-то вас обидел или обстоятельства неблагоприятно складывались, вас ожидает радость какая-то, потому что Пентакли – это радость и помощь, деньги, финансы. Это когда на все хватает средств, когда жить вольготно и приятно. Да? Это перемены. Хорошие новости. Рыцари всегда приносят новости и меняют жизнь. А здесь не зря ведь у меня оранжевый фон, потому что это же цвет радости, цвет солнца. И так и Пентакли тоже имеет такой оранжевый золотой фон. Так что здесь рыцарь Пентакли приносит вам новые деньги. Очень многих проиграется, что у вас будут новые деньги, новая прибыль. Вас ожидает новая прибыль. И здесь карта смерть. Во-первых, не пугайтесь, это переход, трансформация. Чтобы была новая прибыль, чтобы иллюзии, которые у вас, может быть, были относительно какого-то человека, который вас расстроил недавно. Вы знаете, карта смерть говорит: оставь то, что ты не можешь изменить в прошлом. Оставь это. Делай только то, что ты можешь изменить. Это очень мощная карта, старший аркан. Она говорит, что делай то, что ты можешь, и не сетуй, и не волнуйся о том, что ты не можешь изменить. Таким образом, ты получишь благословение, получишь то, чего хочешь, то, чего желаешь для себя. Еще одна 7 – это 7 меча. И я знаю, что вы сейчас говорите, как я могу что-то сделать, если меня подставили, да? Если меня предали, подставили. И, может быть, действительно у некоторых проиграется слушателей моих, что вас обидели, подставили, другие люди сделали вам зло, украли вас какую-то удачу, сделали какой-то переклад, сделали какой-то грязный ритуал, потому что 7 меча это и значит, что где-то вас обманули, где-то вами воспользовались, где-то вам лгали в лицо, просто бессовестно лгали в глаза. И это, скорее всего, просто люди такие. Иногда нам кажется, что они делают это вот специально для нас предали, но они вообще предатели по жизни, я бы здесь сказала, да. И чтобы был вот такой рыцарь Пентакли, то есть были новые деньги, новый кавалер, а это денежный человек. Вам карты советуют, не беспокоиться о том, что не получилось. Если люди вас предали, они просто такие люди, они предатели по жизни. Это не потому, что они вот именно вас не взлюбили, предали, а они какие-то предатели по жизни такие, неприличные люди, да. Итак, 9 Пентаклей опять говорит мне о деньгах, о том, что будет результат вашего труда. Вы поработаете, вы получите много прибыли, у вас улучшится финансовое положение, бытовое положение улучшится. Сейчас созревает какой-то или проект, или идея, или созревает какой-то план, бизнес-план, рабочий план, бытовой план, социальный, в общем, план в смысле личной жизни. Сейчас созревает какой-то план. Действуйте по этому плану, и вы не ошибетесь. 9 – это полноценный номер, а Пентакли – это полная удача в деньгах. Ой, смотрите, карты полетели как птицы, и 2 карты полетели как птицы, мы будем рассматривать. Иногда бывает, что много вылетает, тогда мы не рассматриваем, но если 1, 2 или 3, рассматриваем. Справедливость, старший аркан, и король Пентакли. Видите, как Пентакли настаивает на своем. Потому что я знаю, что, конечно, достаток – это просто для нас гарантия, что не нужно бояться завтрашнего дня, да. И у вас будет эта гарантия. Это какой-то мужчина, который поможет, или родитель, или как-то сложатся так обстоятельства, что деньги придут. Или жизнь в стране ваша улучшится, да. Денежный поток наладится. Знаете, сейчас во всех странах буквально жить очень и очень трудно. Но я вижу, что именно у вас, у тех, кто смотрит, сейчас вы будете собирать какой-то урожай. Перед вами открывается возможность очень хорошо заработать. И это справедливо.
Это справедливо, потому что вы долго старались, долго работали и долго надеялись, но результата не было. А теперь вот мало-помалу, так постепенно будет открываться для вас возможность. Вы увидите, что нужные двери откроются, нужные люди встретятся, кто-то из вас хорошую работу получит, у кого-то будет какой-то покровитель, какой-то очень приличный человек с влиятельное положение, которое имеет и вам поможет, поспособствует, повлияет на какие-то обстоятельства, чтобы вас взяли на то место, на которое вы рассчитываете. Это императрица, очень хорошая карта. И если так смотреть, то справедливо уже, потому что вы настрадались, вы имели, я вижу, здесь сложные отношения, вас обижали. И теперь по справедливости вам встретится приличный человек. Или же тот человек, на которого вы рассчитывали, наконец он проснется, наконец он будет, как бы выправить свой характер, исправит. Потому что вы здесь очень достойная пара. Вы здесь человек, у которого все есть, да, и все фазы Луны, то есть, другими словами, в любом возрасте, в котором вы есть, вы самые прекрасные. Вообще жизнь начинается с того дня, в который вы сейчас вдохнули воздух. Вот с этого времени начинается жизнь, несмотря на ваши годы. Нужно это знать, да. С кем-то идут какие-то споры, потому что двойка меча – это о спорах. И споры довольно такие, знаете, горячие споры идут. Может, это с вашими детьми, родителями, на работе могут быть споры, или с вашим партнером, да, если есть у вас бумаги, вы женаты или нет, но с каким-то человеком у вас идут серьезные споры. И эти споры расстраивают вас, они огорчают вас, потому что жалко, вы могли бы договориться, могли бы жить в покое, в мире, но как-то у вас есть расхождение в характере. Что карта это скажет? Смотрите, десятка жезлов хорошая очень карта. Она говорит, что очень в скором времени споры закончатся, и 10 – это новый виток жизни, в котором есть достаток. Видите, у вас здесь за плечами какой-то груз, но груз – это сладость, это арбуз. Говорит, что сладкая вот эта ноша, своя ноша не тяжелая, да? Сладкая – это ноша, в которой ваш опыт жизненный, ваш опыт профессиональный, который даст всходы. Некоторые из вас поменяют жилье, поменяют, может, работу. Некоторые из вас поменяют свое отношение к работе, что, кстати, важнее, чем поменять работу. Потому что мы думаем, да, вот другая работа будет, и все будет по-другому. Но будет все так же, как и было, если не поменять отношение к работе. Вот. И это у вас поменяется. Вы перестанете терять энергию на работе, какие-то споры прекратятся, и вы будете себя чувствовать в прекрасной позиции. Это так чувствует себя императрица, тем более, что ей защитник, король пентаклей. А совет – это карта шестерка меча. Она говорит, что совет, знайте, что вы от трудностей уйдете. Да, эта дорога непростая была до сих пор. Да, вы потерпели много обид, много несправедливости было в ваш адрес. Но сейчас знаете, что вот не жалейте о том, что вам нужно уйти от какой-то ситуации, не жалейте о том, что вам нужно поменять вашу жизненную позицию. Рыцарь Пентакли о том, что вам нужно что-то менять. Менять что-то очень трудно. И здесь вы не жалеете. Вам на первый взгляд кажется, что будет сложно, как-то обидно и жалко бросать то, что уже есть. Не волнуйтесь, потому что вас ждет новое путешествие длиной в жизнь. Это будет очень интересное новое приключение. Так что не жалейте ни о чем. Это карта хороших перемен и то, чего вы избавитесь от каких-то препятствий. Хочу посмотреть на Ленорман еще для вас. Здесь была предиагностика, я не буду повторяться, можно перегнать назад, еще раз послушать. Что скажет Ленорман для вас? Сейчас несете тяжелый крест. Эта карта похожа на тройку меча. И действительно она подтверждает, что многие люди, может быть, или работу потеряли, или же финансовый кризис, или цены выросли на продукты, там, на жилье, на какие-то коммунальные услуги. Но, видите, крест перекрывается хорошей картой кольцо, которое говорит, что теперь этот крест уже вы себя сбрасываете. Потому что это казенный дом, трефовая масть, трефовый туз. И он говорит вам, этот трефовый туз, что начинается ситуация такая, что теперь все устроится. Здесь какая-то бумага, какие-то вопросы жилищные, бытовые, купли-продажи. В общем, кольцо – это выполненные обязательства. Решатся какие-то вопросы у вас.
Ваши вопросы. Вы знаете сами, какие вопросы. Я говорю немножко загадками, потому что это общий расклад, и вы знаете, о чем идет речь, когда вас касается. Таким образом, расклад будет очень-очень интимно для вас подходить, если вы будете свои вопросы спрашивать, а я вот вам такие даю рекомендации в картах. Относительно родни. Вы знаете, родня была тяжестью для вас. Вас, может, обижала ваша родня, его родня. Какие-то претензии к вам предъявляли или вами пользовались. Но теперь вот эта карта, кольцо, говорит, что как-то выполнят они свои обязательства. Они сделают все по-честному. Если у нас кольцо и дерево, это говорит о том, что люди, которые с вами связаны, они сделают все по-честному теперь. Вы знаете, о чем речь идет, да? Я возьму карту совета для вас. Вот эта карта совет. Посмотрим. Вы знаете, это карта защиты в этом случае, потому что кольцо, дерево и гора вместе читаются. Все карты читаются только вместе. По отдельности никогда не читается. И в этом случае гора выступает как защита, как ваша родня, ваша защита. Или это род ваш, знаете, хранители рода. Какая-то защита от вашей семьи идет. И это финансовая защита. Это какой-то сильный фундамент, на который вы наконец встанете, и это будет очень для вас хорошо. Вы не будете себя больше чувствовать одинокой, потерянной, или же, знаете, человеком, к которому некому обратиться. За вами стоит целая гора предков. Какая-то сильная защита есть. Так что я вижу, что постепенно ваши дела будут решаться. Много пентаклевых карт, особенно в финансах, в работе, будет все решаться. Ну и король пентаклей и рыцарь. Это может быть и сын, и муж у некоторых это новый знакомый, новый кавалер. То есть все по справедливости теперь будет. Да, все по справедливости. Вас обижать точно никто больше не будет. А ну-ка посмотрим, что говорят ангелы. Здесь можно выбрать себе первую или вторую, или смотрите обе. Так, первая карта, написана «Фокус». Знаете, она похожа на карту «Умеренность» второ. Вот именно эта карта, потому что умеренность говорит, держи внимание о том, что главное, не распыляйся по мелочам. Держи свое внимание на том, что главное. А мелочи можно упустить. Мелочи – это ваше расхождение во мнении, там, на работе или дома. Главный фокус на том, что у вас же один и тот же приоритет с любимым человеком. Так что держи свое внимание на том, что главное. У тебя все будет хорошо. И то же, что ангелы держат фокус на вас. То есть вы во внимании, вы в центре внимания ваших ангелов, чтобы вам помогать, вас спасать, защищать. И еще один совет ангелов – это signs. Signs – это такие признаки, приметы, да? Такие, знаете, послания. Вы можете видеть послание, вот как звезда, например, падает, или что-то светится в небе, или же какой-то сон вещи, или же какое-то событие вещи, или какая-то где-то надпись, или вот что-то с вами разговаривает, природа, галактики с вами разговаривают. И посылает вам такие свидетельства о том, что вы не одни, вас любят, у вас все будет хорошо. И мечты будут сбываться. Эта карта похожа на карту Таро «Звезда». Вообще в этих картах у них каждая карта имеет связь с Таро. Здесь это healing with angels, а это целители, ангелы-целители, да. И ангелы-целители вам говорят, что звезда – это карта исполнения желаний. Вы станете популярны, замечены звездой, у вас пойдут хорошо дела. Вам нужно поверить в свою звезду и не сворачивать с своего пути. Когда мы сворачиваем со своего пути? Когда другие люди внушают нам, что «Ой, да это неправильный путь, иди по этому». Понимаете? То есть сделай вот так, а это будет правильнее. Вы идите по своему пути, не сворачивайтесь с него. Потому что пока вы будете идти по пути других людей, кто по вашему пути пойдет, но Вселенная любит, когда путь никогда не бывает пустым. И ваш путь вам нужно ножками идти. Так что здесь исполнение желаний, даже я бы сказала, ангелы помогут вам исполнить желание. Молитесь ангелам, они помогут вам исполнить ваше желание.
Девочки и мальчики, вот такой расклад, на мой взгляд, очень глубокий, информативный, много было сказано. И когда вы будете пересматривать даже несколько раз, каждый раз по магии, просто по волшебству будете что-то другое, важное для себя слышать. А я скажу, что я вас люблю, обожаю, для меня огромное счастье и привилегия вам помогать. Это то, что я уже стала вашим другом, я решила вам помогать. Вы тоже можете стать моим другом. Для этого нужно подписаться на канал. И это ничего не стоит. А также можно поставить пальчик вверх. Пожалуйста, поставьте, оцените мою работу. Это очень важная вещь, чтобы я знала, насколько я правильно вам помогаю, насколько я действительно... насколько моя работа, она хороша или не хороша. Да? Пожалуйста, поставьте пальчик вверх. Я преподаю Таро, Ленорман, уроки можно найти у меня на сайте, а я с вами буду обязательно видеться. Кстати, на сайт переход, мой официальный сайт только у меня, я никогда не работаю ни с какими посредниками. Если кто-то называется моим посредником, он, конечно, как это называется, мошенник, да, я никогда не работаю с посредниками, я всегда автор, сама сделаю уроки, у меня их можно приобрести, если есть желание. Переход на мой сайт есть всегда только на моем официальном канале, вот на этом, где вы есть, на о-канале или под видео в описании видео. А я знаю, что мы с вами скоро и очень обязательно увидимся. До скорой встречи, друзья. Пока-пока.